Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня утилизирую скопившиеся обрывки, остатки ниток. Не все меня поймут, почему я это не выбрасываю. Для кого-то это мусор, а для меня материал для творческих проектов. По большей части они появляются, когда имеешь дело с ненужной одеждой, которую приходится распарывать. Вот такие вот нитки – это от оверлочных швов, или же когда обрезаешь края очень сыпучих тканей, когда выпадают вот такие очень длинные нити, или же вот такая целая пасма красных ниток от одной из прошлых работ. Я делала кисти для абажура из атласа, а это вот вытянутые нити. Конечно, я не могу их выбросить. Я еще тот Плюшкин. А вдруг где-нибудь пригодятся. А это вот короткая бахрома из той же ткани после вытягивания ниток. Ну вот и еще. Тоже из той же серии. В общем, нитки появляются сами по себе, и я их не выбрасываю. После очередной работы я просто складываю все ниточки и мелкие обрезки в отдельный небольшой мешочек и в общую коробочку. Вот очередная коробочка, и здесь уже другая цветовая гамма. Тем, кто занимается рукоделием, такой мусор знаком. И поверьте, это хорошая основа для придания плотности заготовкам для каких-то изделий, а также создание текстильных картин, используя цветовую палитру, и дальше вы это увидите. Для основы я буду использовать плотную ткань. Это хлопковая диагональ, и для начала я нашла середину. Раскладывать свои волшебные нитки я тоже начну с середины, выравнивая толщину слоя, чтобы нитки располагались равномерно. Несмотря на цветовой хаос, я буду все же придерживаться некоторого цветового решения. Контрастные нитки я убираю. Так, ну вот эта темная полоса, она получилась широковата, и я ее перемещу таким образом, чтобы средняя линия проходила вот посредине этой широкой полосы. Темную полосу я немного разбавила нитками посветлее, а выше разложила еще одну полосу, в ней больше светлого, а верхний край состоит в основном из синего цвета, разбавленный голубым. Я предвижу, что такое не всем понравится. Это достаточно кропотливое занятие и вообще-то медитативное. Ни о чем не думаешь, играешься с цветом, и уверяю вас, что оно не такое долгое, как, может быть, кажется. Гораздо больше времени уходит на съемку. И результат всегда непредсказуем. И то, что сейчас вы видите в кадре, совсем не похоже на конечный результат. В верхней части полотна, а это у нас небо, я добавила комочки из белых ниток, и за неимением светло-голубых отходов я отмотала немного ниток из бобины. В средней части набросала зеленого, ну, сколько имелось из отходов, но этого явно маловато. Я совсем немножко добавила мелких лоскутиков. Ну, а потом я решила, что раз я взялась за нитки, значит, буду делать из ниток. Остатков различной пряжи у меня достаточно. Я взяла вот такой клубочек зеленой пряжи и совсем немного светло-зеленого мулине. И я думаю, что мне этого хватит. Я их кусочками порезала и вот так раскидала по фону. А дальше нарисовала совсем
другая история. Это будет не то, что я задумала первоначально. Я уже как-то признавалась, что я девушка ветреная. И сегодня это еще раз доказывает. Я решила картинку продолжить вниз. Средней линии уже не существует. То, что я надставила, стало лишним. Я это просто отпарю. Изделие из этой заготовки, понятно, что будет другое, не то, что намечалось, но оно все равно в планах, и вы это увидите. Добавила для плотности темной основы. Темного у нас всегда в избытке. А дальше мы ее задекорируем. Вот, на выложенное я настригла немного зелени, и надо еще немножко добавить. От мотка отделяю немного ниток и еще немножко настригу. Разной длины. И затем вот эти кусочки я разберу на более мелкие. И лучше, когда эти ниточки разной длины. Дальше настригаем светлой зелени. Зелень всегда смотрится интересней, когда в ней несколько оттенков. Помню, я вышивала к юбилею мужа картину «Царская охота». Он у меня охотник. И там было в траве 5 оттенков зеленого. В некоторых местах цвет в 2-3 крестика, полная мешанина оттенков с очень мелкой клеткой. Можно было, конечно, исхитрить, но зелень и зелень. Но я честно вышивала точно по схеме. И еще я решила добавить вот такого цвета зеленого, ну такая как пожухлая зелень. Ее практически не будет видно на фоне, но тем не менее она добавит оттенка. И вот эти пучки зелени я тоже немножко распушу, чтобы они кучкой не лежали. Вот так. И еще я очень мелко настригу кусочки красной ткани. Может быть, кому-то напомнит это спелые ягоды. И также я добавлю меленько нарезанной белой ткани вот такими яркими брызгами на темной зелени. И ну и куда же без цветочков? Я часто в своих работах использую искусственные цветы. И вот уже цветущая полянка. Ну вот мне показалось, что на этой картинке неба маловато, ведь я увеличила картинку. Изначально же я готовила совсем другой масштаб. И я, скорее всего, вот сюда прибавлю немножко синий. И думаю, что вот эта бабочка тоже немного уравновесит. Вот так она теперь выглядит. Так, ну, возможно, я еще кое-что здесь подправлю. Теперь все это надо закрепить. Буду использовать или органзу, или сеточку. Яркость, конечно, уйдет, но это уже неизбежные издержки. Подобрала сеточку, не совсем по размеру, но что есть, то есть. И один уголочек у меня остается голым. Решила сделать заплатку. А чтобы лоскуток не съехал и не сбежал, подложу с 2 сторон узкие полоски клеевой паутинки. Только подложить надо так, чтобы края паутинки не выглядывали из-под сеточки. Иначе паутинка останется на подошве утюга. Ну вот, наша пицца под горячим утюгом практически спеклась. Все, что должно было прижаться, прижалось. И посмотрите, вот этот склеенный уголочек у нас, его практически незаметно. Теперь осталось мне все это
тщательно сколоть как можно чаще, как я уже говорила, потому что здесь нет клеевых материалов, кроме этого уголка. И осталось простегать. И первое, что я сделаю под машинкой, я отстрочу по периметру, хотя застежку надо начинать с середины, но для того, чтобы все содержимое осталось на месте, я всегда отстрачиваю по периметру. Хотя вот я чувствую, что все это прямо хорошо так прижалось утюгом. Стежку сделала прямой строчкой по голубому, горизонтальными линиями с более широкими промежутками между строчками, чем на зеленом поле. На зеленом частыми вертикальными строчками. С изнанки это хорошо видно. Кстати, чем чаще строчки, тем плотнее получается простеганное полотно. Я немного подукрасила цветочки, оформила серединки, а на бабочке отшила цветом, обозначенным изначально. Сделала ярче темные пятнышки и прошлась по контуру. В итоге бабочка-то оказалась бабочкой-невидимкой, она плохо выделяется на фоне. Бабочка стала поярче, темные пятнышки я заключила в кружочек из красных ниток, а по контуру и вот теперь она не потеряется, осталось осноровить заготовку и применить в каком-нибудь изделии. И я надеюсь, что моя работа понравилась. Пишите комментарии, делитесь с друзьями в соцсетях, а я прощаюсь с вами. До скорой встречи.